Иногда предательство приходит не внезапно. Оно зреет медленно, в словах, взглядах и сравнении с другими. Вы на канале «Голос истории». Напишите в комментариях, как вы считаете, человек меняется ради себя или только после потери. Он был удобным. Именно так она стала о нем думать, хотя когда-то называла его надежным. Он просыпался рано, уходил на работу, возвращался вовремя. Не пил, не гулял, не исчезал на ночи. Деньги в дом приносил стабильно, без рывков и авантюр. Он не кричал и не выяснял отношения, предпочитая молчать и сглаживать углы. Когда-то ей это нравилось. Покой казался признаком взрослой любви, но со временем спокойствие стало раздражать. Ее злило, что он не спорит, что не ревнует, что не требует. Злило, что он не меняется, не рвется выше, не живет на пределе. Как мужчина из чужих историй и социальных сетей. Она все чаще ловила себя на мыслях, что рядом с ним чувствует себя незаметной. Первые сравнения появились случайно. Коллега на работе, уверенный, громкий, с прямым взглядом и привычкой говорить так, будто мир ему должен. Он смеялся над ее шутками, смотрел чуть дольше обычного, делал комплименты небрежно, словно между делом. И этого оказалось достаточно. Она стала возвращаться домой раздраженной. Муж чувствовал холод, но не понимал причин. Спрашивал осторожно, без нажима. Она отмахивалась, говорила, что устала. А потом начались фразы. Сначала тихие: «Ты вообще доволен своей жизнью?» Потом жестче: «Тебе не кажется, что ты стоишь на месте?» Он молчал, а молчание она принимала за слабость. Когда он впервые заметил, что она задерживается на работе, он ничего не сказал. Решил, не стоит давить. Он по-прежнему считал, что доверие важнее подозрений. Она же в это время уже сделала шаг, который не собиралась называть изменой. В ее голове это было глотком воздуха. «Я просто хочу почувствовать себя живой», — убеждала она себя. В тот вечер, когда она вернулась поздно и прошла мимо него, не поцеловав, он впервые понял, рядом с ним уже не жена, а человек, который мысленно ушел и просто еще не захлопнул дверь. Глава 2. Выбор не в пользу семьи, она больше не пыталась скрывать раздражение. Дом перестал быть местом покоя. Теперь он был фоном, на котором ей все не нравилось. Он все так же приходил вовремя, снимал куртку, мыл руки, спрашивал, как прошел день. И каждый его вопрос звучал для нее одинаково скучно. «У тебя всегда все одно и то же», — сказала она как-то за ужином, даже не поднимая глаз. Он замер, но не стал спорить, лишь кивнул, словно соглашаясь с обвинением, которого до конца не понимал. В ее жизни появился контраст. Тот самый мужчина, резкий, уверенный, говорящий громко и обещающий еще громче. С ним она смеялась, чувствовала себя нужной, желанной, особенной. Он не спрашивал, он утверждал, не сомневался, он знал, как надо жить. И каждый раз после этих встреч возвращение домой казалось шагом назад. Она начала сравнивать открыто. «Посмотри на себя. Тебя все устраивает. А меня? Нет. Ты даже не пытаешься стать лучше». Бросала она между делом, словно это не ранило. Он слушал. И чем больше слушал, тем меньше говорил. Любовник говорил ей именно то, что она хотела слышать, что она достойна большего, что рядом с таким мужем невозможно вырасти, что иногда нужно выбрать себя, даже если кто-то пострадает. Она поверила. Поверила легко, потому что это оправдывало все. Решение о разводе она приняла не в ссоре и не со слезами. Спокойно, холодно, как будто ставила подпись под документом, который давно был готов. «Я так больше не могу», — сказала она мужу вечером. «Мне нужна другая жизнь». Он долго молчал. Слишком долго, чтобы это было равнодушием, но и слишком спокойно, чтобы она почувствовала победу. «Если ты так решила», — тихо ответил он, «значит, так и будет». Она ожидала уговоров, обещаний, паники, но получила лишь тишину. И в этой тишине впервые мелькнула мысль, а вдруг он вовсе не проиграл, просто перестал бороться. После развода в квартире стало слишком много пространства. Не физически, эмоционально. Воздух будто звенел от пустоты, и каждое движение отзывалось эхом. Он не убрал ее вещи сразу. Они еще долго лежали на своих местах, словно она просто задержалась. Плед на кресле, чашка с тонкой трещиной, запах ее шампуня в ванной. Все это не причиняло резкой боли. Это давило медленно, как постоянный фон, от которого невозможно спрятаться. Он продолжал жить по привычке, просыпался в одно и то же время, работал, возвращался домой, ел на кухне, не включая свет в комнате. Иногда ловил себя на том, что слушает тишину не потому,
что она нравилась, а потому что другого выбора не было. Он почти не думал о ней напрямую. Мысли возвращались сами, обрывками, деталями, жестами. Не предательство резало сильнее всего, а осознание, что его больше не выбрали, не захотели. Ночами он долго не мог уснуть. Лежал, глядя в потолок, и впервые честно задавал себе вопросы, от которых раньше уходил, когда он перестал быть интересным. В какой момент спокойствие стало недостатком, и был ли он действительно таким, каким она его видела? Он не писал ей, не искал объяснений, не пытался вернуть. Гордость ли это была или усталость, он сам не знал, но внутри постепенно формировалось что-то новое. Ни злость и ни обида, холодная ясность. Он понял, что все это время жил так, как было удобно другим, работе, семье, отношениям. Он старался быть надежным, правильным, спокойным, и в этом старании потерял самого себя. В один из вечеров он впервые посмотрел на свое отражение иначе. Не с жалостью, а с вниманием. Перед ним стоял человек, которого давно не замечали, даже он сам. И в этот момент что-то внутри окончательно опустилось на дно. Падение закончилось. На его месте осталась тишина, тяжелая, плотная, но честная. И именно в этой тишине начала зарождаться мысль, которая вскоре изменит все, если его больше не выбирают. Значит, пора впервые выбрать себя. Изменения не начались с мотивации или громких обещаний. Они начались с усталости, глубокой, вязкой, от которой невозможно было спрятаться. Он понял, дальше так жить нельзя. Не потому, что кто-то ушел, а потому, что он сам давно исчез из собственной жизни. Он перестал ждать ни лучшего момента, ни вдохновения, ни чьего-то одобрения. Он просто начал делать то, что откладывал годами, оправдываясь стабильностью и привычкой. Утро больше не было формальностью. Оно стало точкой старта. Дисциплина пришла раньше уверенности. Тело отзывалось болью, но именно эта боль возвращала ощущение контроля. С каждым днем движения становились точнее, взгляд спокойнее, спина прямее. Он начал замечать, как меняется не только внешность, но и внутреннее ощущение себя. Работа перестала быть просто работой. Там, где раньше он молча принимал решения сверху, теперь начал задавать вопросы, предлагать, брать на себя ответственность. Он больше не прятался за фразой «как скажут». Риск пугал, но еще больше пугала мысль снова остаться незаметным. Менялись привычки, менялась речь, менялось мышление. Он стал меньше объяснять и оправдываться, перестал доказывать свою ценность. Он больше не стремился быть удобным и впервые почувствовал уважение без просьб и ожиданий. Прошлое иногда возвращалось, но уже не как рано, скорее как напоминание о том, кем он больше не хочет быть. Он не анализировал ее поступки и не искал причин измены. Все это потеряло смысл. Важным стало только настоящее. Со временем он заметил странную вещь. Одиночество больше не давило. Тишина в доме перестала быть пустотой. Она стала пространством, в котором можно дышать и думать. Он перестал чувствовать себя человеком, которого бросили. Он чувствовал себя человеком, который выбрал путь. И именно таким она увидела его снова. Не в разговоре, не в признании, а просто издалека, совсем другого мужчину. Без напряжения, без ожидания, без нужды быть выбранным. И в этот момент разница между ними стала окончательной. Пока она искала кого-то лучше, он стал тем, кого больше не оставляют. Она долго убеждала себя, что все идет правильно, что временные трудности – это плата за свободу, за выбор, за новую жизнь, которую она так хотела. Любовник, ради которого был разрушен брак, сначала казался именно тем, кого она искала, уверенным, решительным, не похожим на мужа. Он говорил красиво, обещал легко и исчезал так же просто, оставляя после себя ощущение недосказанности. Со временем обещания перестали подкрепляться делами. Встречи становились реже, сообщения короче, интерес холоднее. Она начала замечать, что в моменты, когда ей было тяжело, рядом оказывалась только тишина. Та самая тишина, от которой она когда-то сбежала. Она осталась одна быстрее, чем ожидала. Без семьи, без опоры, без уверенности, что все было не зря. И именно тогда прошлое догнало ее. Она увидела его случайно. Не потому, что искала, не потому, что надеялась. Просто обычный день, обычное место. Он шел уверенно, спокойно, с прямой спиной и ясным взглядом. В нем не было ни суеты, ни напряжения. Он выглядел человеком, который точно знает, где находится и зачем туда идет. Ее сжало изнутри. Это был не тот мужчина, от которого она уходила. Она начала прокручивать в голове воспоминания, искать момент, где все пошло не так. Пыталась убедить себя, что могла бы поступить иначе, что если бы она подождала, если бы не сравнивала, если бы не сделала тот шаг,
все могло бы сложиться по-другому. Она написала первой, осторожно, без прямых слов, потом еще раз, уже смелее. Ответ пришел не сразу, и он был коротким, без упреков, без обиды, без эмоций. В этих нескольких словах не было ни желания вернуться, ни потребности что-то объяснять. Там была точка, и в этот момент она поняла самое страшное. Он больше ничего к ней не чувствует, ни ненависти, ни боли, даже не сожаления. Она потеряла неудобного мужа и не тихую жизнь. Она потеряла человека, который когда-то выбирал ее каждый день, не требуя взамен ничего, кроме присутствия. И именно тогда, когда он перестал выбирать, она впервые увидела его настоящую ценность. Ее особенно ранило не то, что он отказал, а то, что он даже не колебался. В его спокойствии не было показного равнодушия, лишь ясное понимание границ, которые он больше не собирался нарушать. Она вдруг осознала, что для него эта история уже завершена, тогда как для нее она только начинала болеть по-настоящему. Иногда жизнь дает шанс все исправить, но иногда она дает только понимание. Слишком поздно. Он закрыл эту дверь спокойно, без громких слов, без жестов, и пошел дальше, не оглядываясь. Прошло время, не то, которое лечит, а то, которое расставляет все по местам. Он жил дальше, без громких побед и показной демонстрации успеха. Просто жил своей жизнью, в которой больше не было места сомнениям и оправданиям. Его дни были наполнены делами, планами и тишиной, которая больше не пугала. Он не возвращался мыслями к прошлому, потому что оно перестало определять настоящее. Она тоже жила дальше, но с другим ощущением, с пониманием, которое приходит слишком поздно. Иногда она ловила себя на мыслях о том, как легко было потерять и как невозможно вернуть. Не из-за отказа, не из-за гордости, а потому что некоторые двери закрываются навсегда. Эта история не о том, кто прав, а кто виноват. Она о выборе, о моменте, когда кажется, что впереди будет лучше, но цена оказывается выше, чем ожидалось. Иногда потеря становится началом роста, а иногда уроком, который остается с тобой навсегда. Если эта история откликнулась, поставьте лайк, подпишитесь на канал, чтобы не пропускать новые жизненные рассказы. И обязательно напишите в комментариях, как вы думаете, люди действительно меняются или только после потери. С вами был канал «Голос истории». Берегите себя и своих близких и продолжайте слушать